Приветствую всех поклонников Dragon's Dogma. С вами Николаевич. Несколько слов о пройденной части основной игры. Могучий дракон Григорий был повержен и рассыпался в прах. Много бед он принес жителям небольшой сказочной страны Грансис, но в итоге пал от руки воскресшего. В то же время смерть Григория обернулась катастрофой для жителей Гранд-Сорен. Купеческие и ремесленные кварталы столицы были полностью разрушены, и в считанные минуты исчезли в огромной черной бездонной дыре, которая появилась в центре города. Немногим чудом удалось спастись, в том числе нетронутыми остались дворец герцога и гильдия пеших. Пророчество дракона Григория сбылось. Вместе с его смертью были возвращены сердца тем, у кого он их забрал. Драконоведающий рассыпался в прах, а герцог превратился в глубокого старика и решил, что наш воскресший, так же как и он, ценой жизни своей возлюбленной, купил себе славу, богатство и корону правителя. Воскресший был объявлен вне закона, и на него началась охота. Начинаем новое прохождение самой вкусной с точки зрения хардкора части игры DLC. Проходить будем чародеем на сложном уровне и в сольном исполнении, без пешек. Итак, скрывшись от людей герцога и похулиганив в Эверфоле, воскресший вновь очутился в родной деревушке Кассардисы, у берегов которой появился таинственный остров. На причале стоит одинокая девушка, которая знает, как на него попасть. You can see me. Then you are one known to the dragon, bound within the eternal realm. I have dire need. You have my eternal thanks. You speak now to a shadow of sorts. My flesh resides elsewhere. I would take you there now, if it please you. I ask you, is that the fate you've chosen of your own will? You are arisen. We stand now on Bitterblack Isle, far as sea from the cove we departed. I would ask you to explore its depths. Вот мы и прибыли на остров. Впереди мы видим пригласившую нас Олеру. Подойдем, поговорим с ней. Ну же, смелей. Were it possible, I would not send you off with so meager an explanation. But I fear I myself do not know it better. My past, my aims in coming here, all of it is lost, as in a fog. All I know is that I, like you, was called here, and am bound to stay. I sensed you in the distance, and called to you for help. I knew somehow, as by instinct, that you could grant the wish of the one who dwells below. Несколько слов о персонаже. Прокачка его выполнялась по классической схеме с 1 по 10 уровни магом, а с 11 уже чародеем. В качестве основного оружия используется высший посох «Белая Талария». Этот посох был получен за командную победу над протодраконом в онлайн-режиме. Вот, кстати, мы нашли первую жуткую статуэтку в этой начальной локации. Нам предстоит их собрать очень много. Немного руды нам не помешает.
Ну а после этого предстоит такой вот акробатический трюк, прыжок через пропасть. Получилось. На этом уровне есть несколько сундуков. Выход в 2 местах руды, как мы видели, одно мы уже нашли. И вот здесь, чуть выше, второе. Ничего сверхъестественного на этом уровне нет. Я имею в виду, эта площадка верхняя. Ну, кроме вот, может быть, 2 жутких статуэток. А вот и вторая. Забираем и спускаемся вниз. Да, не всегда удается спуститься с первого раза, не разбившись. I shall aid you, however, if there is... В этом прохождении я также буду стараться поменьше ковыряться в хранилище, в своем рюкзаке, потому что это занимает достаточно много времени игрового и, в общем-то, в целом не так уж интересно. If there is aught I can do, say it. I shall pray. Забираем все заказы на доске объявлений. Первый найти воскресшего, который блуждает и никак не доблуждает, мы выполним практически сразу же. Ну вот, мы готовы и двигаемся дальше. Сад бесчестия. Здесь нас в зале слева ожидает 4 собаки, которых мы сразу же упакуем. Do not think. Just set one foot in front of the other, and by the Maker's love, keep swinging. Pay their words no heed, their lives all. Their black tongues will be your doom. Эти собаки называются варги. Здесь растет несколько кустиков ядогона, отличного лекарства от яда. Так, а сейчас заглянем вот в эту дверь. Там в комнатушке собрались ядовитые пауки, которых надо сразу же уничтожить.
Здесь парочка. Рядом на верхней площадке еще один. И внизу, слева-справа. И в этой же комнате мы находим еще одну жуткую статуэтку. Вот она. Не забываем проверить за этими ящиками еще один сундук. Ну, это на продажу. Вот в этом ящике частенько бывают амулеты. Впереди вон дозорный. И в комнатке рядышком еще несколько. Но это, в общем-то, чуть усиленный вариант гоблинов, которых мы видели раньше в Грансисе. Здесь 3 сундука. Первый мы уже нашли, второй. И вот здесь комнатушки наверху, 3. Серебряные, золотые, платиновые кольца мы собираем и продаем потом по более завышенной цене. Ну, по крайней мере, будем стараться. Стоят они довольно приличного количества золота, поэтому не обходим их стороной. Leave this place. You've still the time to turn back. Still the time to live. В начале игры на острове, конечно же, безопасно, и до определенной точки во всех сундуках практически не встречается людоед, или, как многие его называют, еще мимик. Поэтому открываем смело все сундуки. Внизу мечутся гоблины с факелами, пытаются уйти от ответственности, но вряд ли это кому-то удастся. Отлично работает тлен. Ну, практически все. При первом посещении этого зала, в начале локации, мы не видим никакого циклопа. Он появляется при втором и далее посещениях.
На всякий случай сохраняемся, это уже вошло в привычку. Да, вот оно. Первая встреча со смертушкой. Огромная страшная коса, костяной фонарь. Но мы ее встречаем тленом. Он немного ее ранит. Но, конечно, она достаточно жесткая. Убивать ее будет не так просто. Но первое знакомство, как правило, длится недолго. Это так, для того, чтобы только познакомить игрока с таким персонажем, который будет ему встречаться все чаще и чаще на пути продвижения по острову. What greater curse than immortality? What crueler torment than to live in this place devoid of all but despair? И проходим следующую локацию. И подвергаемся насилию. Но в итоге, оказывается, это была шутка со стороны местного воскресшего. A favorite game of mine, guessing the lifespan of those who enter these halls. Nothing personal, mind. And rest easy, friend. 70 guesses here now have yet to hit the mark once. Это его любимая игра — встречать так каждого нового воскресшего, который посещает этот остров. Ну ладно, посмотрим, чем он тут торгует. Ну, естественно, вначале выложим в хранилище все ненужные предметы, а потом уже посмотрим все остальное. Кстати, не забыть, надо купить и то, что нам нужно. What'll it be then? Now, will you have a look? Ну, пока мы, да, улучшить особо ничего не можем. Now, will you have a look? I'll see you don't. Но это не беда. What'll it be then? На острове все есть для того, чтобы потом улучшить любое оружие или броню. What'll it be then? What'll it be? No, no. Вот выполнили задание, и нам это засчитали. Получили какие-то свои преференции. И вон сейчас туда, на верхнюю площадочку, сходим, посмотрим, что там.
Ну, заранее могу сказать, что там живут пауки и змеи. Весьма неприятные сущности. Поэтому нам, хочешь не хочешь, а придется их всех убить. Очки, конечно, за них небольшие дают, но не в этом дело. Для этого заряжаем наш посох светом. И, используя особый навык, расправляемся с ними. Вот, кстати, королевский цветок, лунный цветок – это одни из лучших цветов в своем роде. Королевский он прекрасно лечит, является самым лучшим вариантом лечилки здоровья по соотношению цена-качество. А лунный цветок является одним из двух ингредиентов для того, чтобы создать средство, называемое панацеей. А за этой дверью находится одно из двух самых интересных локаций на острове, где постоянно респамятся враги. И где, в общем-то, с использованием определенного средства можно призвать вообще самых свирепых, самых жутких тварей. Ну, пока мы встречаемся, зайдя с обыкновенным драконом. Не нравится ему свет. Ему темнота более милей. Ну вот, начинает круги смерти уже на нас набрасывать. Не надо. Мы будем защищаться и наступать. Это за ним был Лич. Получили за убийство Лича почти 10 тысяч очков.
Еще раз зарядимся. И спрячемся за колонну. Он нас даже уже решил заморозить. Да, конечно, прокачка чародея по классической схеме с 11 по 200 уровень дает максимальное количество магической атаки из всех специализаций, которые можно приобрести. Эти круги смерти достаточно опасны, потому что они убивают 100%. Вот и готов. Соберем все, что он нам может отдать. Все эти запчасти, в принципе, могут пригодиться при улучшении оружия, брони. Ну и за кадром соберем все эти цветочки. А может быть и нет. Покажу вам, где что лежит. Да, в 2 сундуках не особенно хороший товар, поэтому перезайдем. Но не забывайте перед тем, как прыгнуть, сохраниться. А вот теперь заберем. Так потихоньку кристаллы разлома и собираются. А вот еще одна жуткая статуэтка. Забираем. Здесь у нас прячутся 2 сундука. Сувениры, безделушка. Ну, в общем-то, начального уровня ничего такого нам не посчастливилось найти.
Руду, которая здесь в большом количестве тоже имеется, я собрал за кадром. Еще раз смотрим этот сундук. Опять не повезло. И еще одна жуткая статуэтка. Кстати, вот в этом зале, где мы пробегаем, за кадром я собрал весь лут и еще одну жуткую статуэтку. This now, will you? What'll it be? Выложим опять в наше хранилище все, что мы собрали. Оставляем только то, что нам может пригодиться для дальнейшего прохождения. Ничего лишнего не должно быть, потому что лишний вес, он, как вы знаете, влияет на скорость передвижения, на то, как восстанавливается быстро или не очень наша выносливость и так далее. К сожалению, некоторые игроки игнорируют этим и передвигаются как сонные мухи, перегруженные всякими вещами, а в принципе хламом. What'll it be then? No, we no. Так. Думаю, пришло время уже идти дальше. Нам нужен ключ пустоты. Иначе мы не пройдем в другие локации. На всякий случай обновляем масло в нашем фонаре. Здесь локации уже идут более темные. Иногда приходится включать фонарь. Pray, leave me to sleep in peace. Так, перед нами большие зомби. Но стена пламени легко справляется с ними. Лут, конечно, из них смешной, но все же. И еще двое лежащих на полу. Здесь мы применяем тлен. Как видите, используем разный арсенал нашего оружия. А наше оружие в основном это вот магия.
Чародей — это воинствующий маг. Вот эта комнатка вторая. Она с таким сюрпризом. Сейчас вы увидите. Готовим нашу защиту в виде некромантии. Это такой наступательно-защитный вариант. И смело открываем эту дверь. Еще один тлен. И вот здесь за решеткой сразу просыпается два мага-скелета. И еще один вот за порогом. Маги-скелеты погибают. А тот вот рыцарь бегает. Ну ничего, сейчас мы его достанем. А вот и все. Ну, практически почти 5500 очков опыта за него мы получаем. Не стесняемся, берем до основной части этой локации мы Так, вот в этой комнатке слева находятся ядовитые пауки. Дверь пока закрыта, но мы ее сейчас откроем. Здесь есть впереди нас сундук с сюрпризом. Но прежде чем к нему подходить в любом виде, надо уничтожить летучих мышей. Они довольно больно кусают. Теперь мы сохраняемся, включаем нашу защиту некромантию, плюс тлен, и потом открываем сундук. В этом сундуке 100% всегда находится людоед. Но этот, конечно, оказался добрым. Он решил наградить нас вон целой кучей кристаллов разлома. Спасибо, дорогой, спасибо от всей души. Еще раз боремся с летучими мышами. Они сидят там на потолке, их так не увидишь. Ну, конечно, зная, где они, можно их легко убить. Неплохой щит. Здесь традиционно мы обновляем наш свет и сохраняемся. Впереди нас ждет засада.
Ух, большого скелета даже сюда к нам занесло. Ну ничего, мы не гордые, поменяем площадку. Так. Здесь стена пламени может сработать. Сразу на группу. Останется парочку мелких. И вот тот самый большой предводитель затаился. Ну что ты там ждешь-то? Поубавили ему здоровья. И все. Вот почти 9000 опыта. И еще одна жуткая статуэтка. Вон как улов какой на статуэтке у нас. Тут сплошные кости. Сплошные кости. А их предводитель даже не дал нам никакого подарка. Так, сейчас нам предстоит еще победить несколько врагов. И откроем вот ту решетку, которую мы только что с вами видели. Сейчас раздадим каждой сестре по Сергею. Тебе, тебе, опять тебе и опять тебе. Загадочный размягчитель – это лекарство от окаменения. Обычными средствами окаменения не лечится. Сувенир и открываем нашу дверь-решетку. Все. У нас открыт еще один путь к дальнейшему продвижению. Пустая бутылка. Вот как не взять? Можно сдать денег, получить за нее, заработать. Или какого-нибудь масла набрать. В хозяйстве все пригодится. Опять применяем тлен. Он наносит довольно существенный урон. Вот посмотрите, как маги-скелеты мгновенно практически рассыпаются на отдельные кости. Бердыши довольно неплохие кинжалы. Забираем. Но такую кучу железа таскать как-то не хочется. А вот эта часть данной локации довольно тяжела в исполнении.
Нас встречает огромный яростный циклоп, которого наказали за что-то, может, кого съел, приковали и говорят: «Стой и никуда не двигайся». Но для нас в меньшей степени сейчас он враг, он нас не трогает, мимо него пройти можно, но здесь есть куча магов-скелетов. И самое главное, враг здесь для нас — это горгулья. Она, к сожалению, крепкая здоровьем. Бить ее достаточно тяжело, и поэтому пока неизвестно, как мы с ней справимся. А пока включили наш смерч и смотрим, чем все закончится. Нам надо его освободить. Желательно, конечно, еще было бы снять с него шлем. Главное разозлить, он тогда отцепится. Ну давай уже, вот, молодец, молодец. Так, взял в руки дубину. Она у него, конечно, огромная, страшная и довольно далеко достает, поэтому будем аккуратно себя вести. Будем дальнейший бой проводить из-за угла тленом. Конечно, сила пока посоха и в целом нашего чародея еще невелика, поэтому процесс будет удлинен. У нашего врага вон сколько здоровья, сколько этих шариков наверчено. Каждый шарик — это вот такая длинная полоска жизни. Так, но мы, благодаря тому, что это возможно, немножко сократили и оставили концовку нашего боя с ним. Так, я думаю, последний удар наш, и бой должен быть закончен. Да, так и есть. Вот мы получили 105 уровень, 106, и враг падает. Ну а теперь можно спокойно выдохнуть и сохраниться. Собираем все, что здесь лежит. Так, нам повезло. Повезло насчет оружия. Теперь запустим смерч в левую часть нашей комнаты.
Там наверху на площадках тоже стоят чародеи и маги, которые скелеты, с надеждой достать их. Вон я вижу, одного уж мы достали. Красная полоска его ХП уменьшается. Вот и он. Все, погиб. Смерч отработал. Идем дальше. Но это еще не все враги. Вот, пожалуйста. Только сказал. Так, пойдем посмотрим, кто же там такой вредный. А здесь нас не достают. А там кто-то стоит. Да. Но дальнейший путь уже для нас опасен, поэтому мы ставим нашу защиту. И уже с ней будем бежать дальше. И вперед. Если горгулья будет рядом, наши шарики, наши черепа будут нас защищать. Вот они уже защищают. Мы помогаем. Но, как я говорил, она достаточно крепкая. Вот, еще и тлен применяем. Все. Горгулья повержена. Ну, а дальше теперь только смотрим, где что лежит, собираем. А вот здесь кристаллы. И не забываем, наша главная цель в этой локации — это вот этот ключ пустоты. What garden of strength? Сейчас предстоит длинный прыжок. What forgotten Вот на эту площадку. font of endless diversion? И здесь довольно приличное количество кристаллов, 5000 находим. Здесь еще одна жуткая статуэтка. И бикристалл, еще 2000 кристаллов. Но, конечно, основное количество кристаллов, как вы видели, более 400 000. Это заслуга нашей пешки, которая сражается, помогает другим игрокам и сражается в их мирах с теми монстрами, которые там находятся. Мы за ней, конечно, скучаем, но, увы, такова природа сольных игр. Мы, к сожалению, пока одни. Ну вот как соберемся мы с ней, вот тогда мы и погуляем. Дособираем все, что лежало на нижнем этаже.
Вот впереди в этой пещерке находится 2 сундука и куча червей. В левом сундуке может быть оружие или броня 1-го уровня. Во втором, который справа, там рандомно выпадает очень приличный меч Альманс. Мы постараемся выбить здесь броню 1-го уровня и такой меч. Увы, пока нет, поэтому придется сохраниться и перезайти. Так, а здесь что? Оружие или броня? Оружие или броня? Да, все-таки броня. Нам нужна шляпа знатока, которая дает преференции, поэтому, скорее всего, да. Ну вот, нам повезло. Со 2-го раза у нас Альманс. Ну а сейчас спустимся вниз в царство этих же червей. Красная река. Кстати, очень ядовитая и практически 100% как бы защита от яда здесь, увы, не спасает. Вот эти черви прячутся в этих кучках. Но есть один червяк, который сидит вот у самой стеночки, его не видно, он не реагирует, когда так дистанционно тлен к нему подведешь, но когда подойдешь, он тут же выпрыгивает. Вот такой вредный. Ну и на том берегу тоже прячутся в этих кучках черви. Здесь есть такое вот неочевидное место спрятанное, и в нем трижды можно взять какие-то предметы. В основном это кристаллы разлома. Подбираем останки червей. Они тут разбросаны. И вот в этом втором сундуке также может находиться меч Альманс. Но для этого надо сохраниться и опять перезайти. А вот и он. А вот и еще одна жуткая статуэтка, и тут 2 шарика кристаллов разлома. Забираем их.
Так, надо вылечиться от яда. Все. Приманка для охоты на злобных тварей. И возвращаемся с добычей, с ключом пустоты. Оставим сейчас у Барыча все, что можно, и пойдем дальше по локациям. Все. Вот мы с Барычем рассчитались и спускаемся вниз вон к той центральной двери, открыть которую нам позволит наш ключ пустоты. Ходим. It's meaningless. The lot of it is mad. В этих двух полуразрушенных бочках иногда встречается золото. Так, впереди вот кучки также каких-то скелетных останков, и в них прячутся эти же черви. Pray, halt me no more. I can go no further. Да, сейчас мы будем бороться с Василиском. Он же Кокатрикс, он же Большая Курица. Смерть затянул в первую очередь гоблинов, а теперь терзает Василиска. Но нам сейчас остается только смотреть. Все, 107 уровень новый. Слева, справа от прохода забираем вот одно и второе лекарство. И надо здесь теперь все пособирать, все, что лежит.
Снова лунные цветки и грибы. Так, а вот здесь, внимание, справа опасность. Все, шар сам разваливается. А гоблин думает, куда он покатился, куда он пропал, этот шар. Вот в этом сундуке довольно часто рандомно выпадает довольно приличный посох. Если мне память не изменяет, называется «Вырванное сердце». А сейчас нам предстоит увидеть очень интересную влюбленную парочку. Чем она интересна? Тем, что это сирена и старый огр. Вот они шепчутся, она там на полу чего-то ему щебетала. Но тут пришли мы. Даже чувствую легкое угрызение совести. Прервали их милую беседу. Иногда в этом сундуке в качестве шутки попадается гнилая морковка. Проверяем сундуки. И в этом же помещении на средней вот балке мы видим еще одну жуткую статуэтку. Так, налево внизу мы не идем. Там сейчас такие маленькие гоблины-шаманы. Они очень жесткие, и пока лучше мы их оставим на потом. Остается проверить эти балкончики. Здесь, не считая этого, получается 3 сундука. В 2 из них точно выбить можно, не особенно уставая безделушку с острова номер 2. Вот, кстати, одна из них. Но здесь нам пока не повезло, поэтому мы сохраняемся, перезаходим. И вот она, безделушка с острова номер 2. Вторая. Ну, в этом сундуке, как я сказал, может она быть, но она очень редко здесь выпадает, поэтому мы забираем бикристалл разлома и идем дальше. Спускаемся вниз. Ничего не забыли? Вроде бы нет.
В этой локации мы соберем немного лута, который вот здесь в начале есть до спуска. Здесь сундук, там сундук. И вот сейчас будет сундук, в котором уже может появляться рандомно людоед. Поэтому мы на всякий случай включим нашу защиту и уже под ней будем открывать этот сундук. Может быть, а может и не быть. Но не хочется, чтобы он нас жевал. Нам повезло. И идем на верхнюю площадку. Здесь есть сундучок, пару безделушек всяких и комната, которая называется «Передышка воина». Справа вот два сундука. Ну, пока вот забираем все, что есть. Не мучаемся. А это вот целебный источник с живой водой. И, внимание, еще одна жуткая статуэтка. Вот там наверху, кажется, манит прямо, что там можно пройти, но, увы, к сожалению, нет. Не получится. This place. Now, where you have one to be. One to be. No. А это вот один из главных предметов, который можно забрать здесь, это лунный кристалл, который является ключом. Where, what? Some, my, now, where you one to be. На этом, друзья, мы заканчиваем наш первый выпуск в этом прохождении. Не забудьте подписаться, поставить лайк, ну и, конечно, написать комментарий. До новых встреч!